Смотрите, как... Ух ты, ты что делаешь-то? Смотрите, как разматывает. Сильная, сильная рыба, ё-моё. Привет, друзья! Я сегодня вырос на толстолобика. Давно не ловил, уже год прошел, как эту рыбу. И вы на канале Рыбалка с Ильей Приваловым. И сегодня выпуск про толстолоба. Смотрите, закинулся 10 минут, и он уже в подсачке. Хороший экземпляр взялся. Ну, правда, ожидание было 10 минут. Смотрите, какая рыбеха. А сопротивляется он не хуже, чем карп и амур. Правда, при вываживании около подсака он как амур сопротивляется, прям сильно бьется и уходит. Ну что, начало положено. На рыбалку, смотрим дальше. Что такое? Пошел, бля. Вот, Илюха, бля. Давай, а то запутай. Что, клюет, что ли? Давай, правую бери, а то запутай. А подсак-то два надо, Серега. Да ладно, выводи. Он прошел, видимо. Что у нас, дуплет толстолобный? Да, Серега? Тут рыбак, ебать. А то карпа ждем, Ждет да? его, блядь, карпа сутками ждем. Я не закрыл тебе эту камеру-то. Да не, нормально. А у меня это, Зашел? походу, дела не топался. А как же? Не знаю. Аж сюда вышел. Не та палка клюнула. Ну как не та? Он же прошел поплавок оттуда. Ну, значит, сошел уже. Пришел сюда. Давай ты его тащи. Да я его тащу. Все равно от нас весь толстолоб никуда не уйдет. Говно. Слушай, ну ты поэтому меня сюда и поставил, говорит, вот здесь хорошее место, становись. Я нашел толстолобик. Здесь, говорит, говно. Да, Серега? Так было дело? Скажи честно. Ну корова без зря не будет. Там, где рыба, там и корова, да? Да. Короче, рыба где корова. Все, поставили. Ну что, хотя бы кайфанем по толстолобу, если карп у тебя молчит. Да. Карп молчи. Сейчас. Иду. Как с одного гнезда. Иду. Давай, Серега. Что, все, уже ушел, что ли, у тебя? Ну, сейчас он чуть-чуть и придет. Красота. Мощный карпа. Мощнее? Я же тебе говорил, сильнее рыба. Физически сильнее сопротивляется. Давай, все. Да просят меня любитель карповой ловли, подсак карповый. Ты погляд, как хорошо ты идет, а? На глиссере. Один раз выше, а теперь... Сюда, вытаскивай. Не хочет еще. Давай потихонечку. Теперь он захотел. О! Есть! Где-то рыбалка. Опа-на! Рыбалка. Однако. Ребят, мы только приехали на рыбалку. Опа! Вот такой. Полчаса прошло с первой поклевки. Вот с Серегой вытаскиваем еще одного. Вот так быстро работает гидропланктон. Блин, я кайфую просто от толстолоба. Из Нижнего Тагила. Кстати, и Серега, он всегда ловит именно карпа, амура, толстолоба вообще никогда не ловит. Он говорит, покажи мне, как ловится. Затравил, быстрее меня бежит к удочке и вытаскивает. Вот такая классная рыбулька, ну где-то килограмм 4-5. Ну, наверное, 5 вот так.
Серег, ну, может, ты мне дашь вытащить хотя бы одного? Нет, нельзя в руку меня. Сейчас я тебе дам потом. Извини, дружище. Слушай, ну дай хоть вытащить-то одного, Серега. Этот крупный, этот тяжелый, Илюха. Этого тебе не Что, дают. нельзя этого мне, да? Серег, ну дай мне хоть одного толстолобца вытащить. Это же мои удочки, Серега. Я их сам насаживал на них. Это зверюха. То есть ты мне не доверяешь? Нет, тебе это нельзя. Вот это рыбалка. А тут ты посмотри, ухватил. Серега, Серег, ну я все понимаю, но ты мне дашь половить на мою удочку? Да. Сейчас пойду, лягу. Ребят, первый раз человек ловит толстолоб. Какой азарт? Вот он, глянь, идет. Идет он. Мы сегодня карпа не будем ловить, что ли? Нет, Мы же на карпа, ребят. нет. Сегодня у нас программа вот толстолобик. Ты что, такая мощь? Ага, хер тебе, да, называют? Нет, рыбалка. Какой у нас тут карп, если мы его все равно отпускаем? Ты могли как ты сопротивляешься-то? О, рыбалка. Во красота, да? Да. Вот это рыбалка. О! Все, тугу как ебать. Ребята, вот такой. Ой, Серег, ну твои ощущения вообще. вообще В это камеру скажи, ну ты что там вытащим потом. некогда. Серег, ну скажи хоть пару слов. Ловить надо рыбу, Илюха. Хорош говорить. Ловить. В общем, Серега кайфует. Он быстрее меня добегает до удочки, вытаскивает ее. Говорит, какой кайф. Говорит, Конечно, спать, блядь, на рыбалку едете. Ловить Да, надо рыбу. да, ловить рыбу. Да. В общем, Пока это отзывы человека, который первый раз ловит толстолоба. Клюет, такая мощь. В общем, кайфанул, да? Вообще. Вообще. Это мощней карпа. Так, клюет на что? Гидропланктон, здесь камыш и здесь кукуруза, гидропланктон. Высота, сейчас скажу. 3 метра. Это новая оснастка, вот как раз двойной ставим. Вот, поплавок 80 грамм, а глубина 3-метровая, с 3-метровой взял. Был две поклевки, кстати, с 3-метровой, нет, 2 метра здесь, Серега, как же. Нет, 3 метра. В общем, две поклевки с 3-метровой глубины и одна поклевка с метровой. Ну, получается, там, наверное, он питается. Надо все, наверное, переставлять большую часть на 3 метра и перезакидывать нам, раз он там питается. Потому что обычно толстолоб идет за питанием, где вот он ест гидропланктон, где вот держится вот этот планктон, он его хавает там. И если вы нашли глубину, он лучше всего как раз ест в том месте, на той глубине, где он кушает. Ну, Николай Борисович, который мне вот посоветовал искать в толщине, спасибо большое за совет. Так что, ребята, поедете гидропланктон или технопланктон ловить, ищите в толще воды, где питается именно на определенном пруду. На каждом пруду по-своему питание. Ну, еще раз. Вот такой. Ребят, ну, я не знаю, какой детские такие эмоции, конечно, может, скажете. Ты там чувак, ты карпятник. А зачем тебе это? Я люблю съесть на толстолоб половить. Сейчас пытаюсь промеркивиться, поставить на карпа, на амур удочку. Но желание было большое половить на толстолоба. Вот, смотрите, ловлю на вкусы. Это у меня вкус камыш. И вот вкус горох. Я сейчас тестирую. На монтаж взял. Вот он в упаковке. Могу показать. Есть убийца толстолоба. Я очень долго пользовался им в начале. Но сейчас мне вот посоветовали его взять. С чем совет был связан, сейчас покажу. То есть то же самое грузило. Там на расстоянии 3 метров идут стопора. Здесь вот бусинка. Раскраска очень яркая. Красная и желтая. 80 грамм. И здесь тремпель. Или как он там называется. Здесь вопрос был в том, что он говорит, возьми, Илья, попробуй. Вот у нас сюда помещается 2 гидропланктона. И более уловистые. Но я думаю, ну 1, ну 2. Ну в чем разница-то? Что 1, что 2 все равно будет клевать. А нет. Вот на оснастку с 2
у меня уже клюнуло 2 раза. И 1 раз клюнул на другую оснастку. И я вот насаживаю сверху камыш. Ну, казалось бы, что такое за запах камыш? А оказывается, идет очень хорошо. И снизу горох. Свежее. Ну, то есть это этого года производства. Блин, пахнет, конечно, бомбически. Но и тостолоб подходит. И у меня здесь 2 крючка сбоку, вот на этом монтаже. А сверху, вот вы если видите, впаяно уже грузило, чтобы стоял поплавок прямо. И снизу обязательно ставится резинка, чтобы меньше размывалась. И снизу вот такая американка. Я поставил на этот гидропланктон с Алиэкспресс крючок. Вот, видите, что с ним стало? Крючка нету. Он его просто к чертям разорвал. Поэтому все. Я понимаю, что крючки на Алиэкспресс все-таки не того качества. Толстолобую она не удержит. И поэтому я все-таки сейчас поставлю Хайбутска 1, 2 крючок. Вот такой. Какой лучше этот или этот? Возьми камыш. Мне кажется, камыш хорошо работает. Серега подходил. Хочет поймать. У него не клюет. Он хитрый, он прибегает и у меня вытаскивает всю рыбу. Так что вот так весело проводим время. Я кайфую. Мне нравится. Мне толстолоб до сих пор не дал разложиться. И я отмаркериться только вот успел. До сих пор не могу на карп на Амур поставить удилище еще до сих пор. При закидывании 3 крючка очень сложно закидывать. На этот случай у меня есть такая вещь. Все знают зева, да? Вот зева. Между 2 бочонками я ставлю полоску сантиметровую, 1,5 сантиметровую зевы и закидываю. А именно в эту полоску я втыкаю крючки. Вот смотрите, какая конструкция получается. Нижний вот он. Вот. Верхние 2 крючка вот здесь, на зеве. Все. Закидывать. Отлично летит. Вот эта конструкция просто, ну, вот меня очень радует. Где-то от 60 до 80 метров я прям без напряга так раз и закидываю. Сейчас покажу. Ну что, полетели. Вот так летит. Надеюсь, я быстрее Сергея подбегу и вытащу следующего толстолоба. А то он быстрее меня подбегает. Давай, дуплет! Вон там еще одна. Разорваться, Серега, клюет. Ребят, клюет, дуплет. Одна тут, другая тут. Да, вот карпа ждем, толстолоб идет. Илюх, вот ты ставишь и за хвост все ловит. А ты что не ловишь? Не знаю. Ну лови. Ловлю. Илюх, ловлю. Весь бой он перед подсаком покажет свой настрой. Вон, смотри, видишь, где он? Ё-моё, хороший. А так часто бывает, перехлёстывается и 2 тащишь. Ладно, давай, вытаскивайся. Надоело. Это он, да? Да. Он вторую у меня тоже пересек. Да ёпта. Он как это, веслом гребет. Ну погля, как веслом. Ему пофигу на все. Да. А этот опять поперек идет. Илюх. Опа. Такой же. Хороший размер. Опа. Ребята, этот больше. Смотрите, он больше, реально больше, чем предыдущий. Ой! Как ты любишь его ловить, Серега? Заплавни. Все, нормально. Вытащили. Дуплеты, ребят, дуплеты. И тут он рыжий уже, глянь. Ой, ну сейчас ускочит. Не скочит никуда. Уже все, пришли. И у меня опять не клюет.
Да клюнет у тебя, клюнет. Что ты взял? Ты не клюет. Ну, он не клюет же, видишь, стоит. Опять Да ты клюнет. запутал. А это что? Ребят, вот смотри, дуплет. Вот такие вот. О, сазаны у нас. Ну как рыбалка-то? Отличная рыбалка. Дуплетом идет. Я не успеваю ставить. Я только его поставил и прикармливаться начал. И вот как раз дуплет подошел. Ну что, это только начало. Будем смотреть, что дальше. Серега подошел и говорит: вот зеленым поплавком не хочу. Она как-то у тебя и не летит, и не клюет. Но это суеверие с моей точки зрения. Но все равно я ему говорю: давай поставим, не вопрос. Новый монтаж. Красивый поплавок. Он будет уверен, что он сейчас поймает рыбу. Вот. Так что все, что говорит, не делается, все к лучшему. Новые крючки, чтобы был человек уверен. Новый красивый желтый поплавок. А? Хаябуца крючки. Здесь в Японии какие-то крючки. Серега переживает, говорит, хаябуца. Вот смотрите, три крючка, а здесь как бы нету. Ну, с моей точки зрения, чтобы еще вот не хватает одного крючка снизу. Вот снизу я для Сереги сейчас свяжу хаябуцу, снизу поставлю. Сразу. Хаябуца. Хаябуца. К1, двоечка. Можно четверочку, наверное. Но здесь толстолоб ходит, не боится. Совершенно ни крючков, ничего. Поэтому сейчас будем делать по максимуму. Вот здесь вот в комплект входит сразу грузило. Грузило, который ближе к тремпелю подходит. Ну и стопорки. И вот эта зеленая бусина. Вот зеленая бусина, она нужна, чтобы, так как грузило все-таки свой диаметр, чтобы туда не залетал вот этот вот поплавок, чтобы туда не залетал, нужно все-таки ставить. Так, ну я, чтобы не забыть, всегда закидываю первым делом грузило. А то монтаж сделаешь, а грузила нет, и начинаешь его разбирать. Вот стоят стопора, и я уже на этой леске от предыдущего монтажа, я уже ставлю бусину. Бусина, потом поплавочек новый, красивенький, 60-граммовый. Он чуть вот как-то по другой форму имеет. Мне показалось симпатичнее. А, кстати, он запаян хорошо, здесь трубка не вылетает. И потом ставлю вот это грузило. И уже дальше сюда наглухо я привязываю. Ну и чтобы Сереге подфартило, прям по-быстрому. Использованная вещь, как говорится. Топленое молоко. И он говорит, давай мне побольше, побольше, чтобы пылило побольше. 80 грамм. Зева, в общем, наше все. Нарезал вот такие куски. 2 на 4. Это для фиксации крючков. Никакие кукурузные, никакая ПВА, вот это все, вот это вот вещи, они не настолько сильно фиксируют, как бумажка. А бумажка, она через 2-3 минуты растворяется. Вот. И крючки сюда фиксирую. Прямо бумажку. Оп. Видите, как плотно держится? Вот они. Все, 3 крючка. Вот такой монтаж. Он вот как раз вот сверху до стопоров подымется. Все. А вот это вот как раз груз будет ближе к тремпелю. Он будет держать хорошо поплавок. Крючки будут хорошо фиксированы при забросе. Не перепутаются. Ну что, Серега, забирай. А? Глубину? Ну давай, 3 метра, наверное, ставить надо, да? Мы несколько поймали с 3 метров. Ребят, все перепутал и ушел. Вот, видите, ничего нет. Хотя провоз был. Сейчас перенасаживаю, перезакидываю. Ух ты. Вот он, вот он, вот он, вот он. Оп.
Оба! Есть, ребят. Ну что, ребят, вот такой ночной карп. Серебряный карп, кажется, в Малайзии называется. Вот такой толстолоб. И я доволен. Офигенно. Смотрите, вот такая любопытная рожа. Клюнула ночью. Я все-таки рассчитывал на более активный клев, но вот как-то ночью поменьше клюет. Но зато потяжелее. Все перепутал, зараза. Есть. Есть, ребят. Есть, ребят. Поймал. Ну что, ребят, вот такой второй ночной толстолоб. Вот такая рыбеха. Ну не знаю, одна за одной. Сейчас вот там минут 20 перерыв был. Вот клюнул в начале один, вот минут через 20 вот второй. Я не знаю, я уже как-то подустал, даже сутки не прошло. А он клюет, клюет. Вот такая рыбеха. Посмотрим, что на утро будет. Итак, ребят, встал с утра. Ну, меня рыба не трогала, и я решил выспаться. Как раз проснулся, Сергей меня усиленно будил, но я все равно лег спать дальше. Вот, хотелось очень поспать. И уже сейчас уже жарище, реально жара начинается. Вытащил оснастки с последнего закидывания. Я думаю, часа в 4 у меня была поклевка там. И вот у меня остались все-таки какие-то ошметки на крючках. Ну, по ходу дела, просто не клевал. И вот остаток на втором удилище тоже вытащил. Вот именно светлый гидропланктон, он дольше, получается, держится, судя по остаткам. И я сейчас хочу насадиться теми ароматами, которые я ловлю. А ловлю я, получается, молоко топленое, горох, камыш, клубника, кукуруза. В общем, камыш, горох, кукуруза для меня новый совершенно аромат. Я никогда им не ловил ранее. Но камыш, мне кажется, вот камыш хорошо работает. Я сейчас камыш, для того, чтобы понять, насколько он индивидуально будет работать, я поставлю на одиночную. Вот у меня здесь одна есть. Ребят, если кому-то понравилась эта рыбалка, обязательно подписывайся. Поделись этим видео. Есть такая под видео такая стрелочка. У меня здесь на двух удилищах, у меня на правых удилищах стоит глубина 2 и 4 метра. А здесь я поставлю, наверное, 3 и 5 метров. Так что буду искать его в глубине еще. Хотя вчера, судя по поклевкам, 3-4 метра это были рабочие.
Ух ты, как полетела. Вот с одним, не такой нагрузка, с одним бочонком. Летит, дай дорогу. Паровозы. Толстолобные. Удочка на 5 метрах глубины. Слушай, он дальше идет. Может быть, ты вернешься сейчас. Эти водоросли, а вот откуда они взялись-то? Последние года вот растут. Раньше не было ни на каких прудах. О, слушай, хороший. А мне кажется, килограмм на 40. Как я его тяну. Слушай, это какая-то субмарина, блин. Это, наверное, подводная лодка. Ты поглянь. Он перепутался, Серега, поэтому он так. Сейчас он поплавает, устанет. Не, побольше. Побольше, Серега. Он еще перехлестнулся. Все. Есть. Ох ты. Ха. Этот поболее точно. Забирай. Вот такой, ребят. Сейчас взвесим. Так, ребят, интересно, на сколько килограмм поймали? 6,900. 6,870, 6,900. 6,850. 6,900. Ну что, я рад. 6,800. Вот такой мой биг. Это рыбалки. Вот такая рожа. Довольная, наверное, что жрет гидропланктон. И ловится. Ловится. Я доволен. Ребята, от души. Сейчас всего лишь 9 утра. Еще у меня световой день впереди. И я планирую ловить. Кстати, взялся он на топленое молоко плюс кукуруза, двойная оснастка, и на 4 метрах глубины. Спасибо, Николай Борисович, что подсказал, что нужно искать толстолоба в разных глубинах и не бояться на глубине его ловить. Ух ты! Вот такая рыбулька! Смотрите как... Ух ты! Ты что делаешь-то? Смотрите, как разматывает. Сильная рыба, ё-моё. Давай, останавливайся. Ребят, вот эта поклевка. Мне вообще нравится. Слушайте, такая торпеда. Он так разгоняется, так паровозит. Ну, чем-то напоминает амура. Однозначно по поклевкам. Но сопротивлению он давит постоянно, как карп вниз. И разгоняется, как амур. Ну, вот такой симбиоз получается. Я не знаю, но мне очень нравится. Я прям кайфанул от него. Вот эта рыбалка просто бомбическая. И как раз испытываю вот эти новые поплавки. Там с крючка, вот эти, чтобы 2 насаживать. Офигенно работает. Ребята офигенно работают. 2 очень хорошо работают. Больше всего поклевок на 2 было как раз, а не на 1. Крючки тоже бомба. Ни одного отлома. Хотя мой, который я с Китая, блин, заказывал, гребаные китайцы, не могли по-нормальному сделать. Там поломался он вчистую. Фух, я доволен. Толстолоб такая рыба, которая идет туда, куда она хочет, а не где ты ее ждешь. Так что эта рыба сильная, тащит туда, куда-то она хочет идти, и пофигу на все. Вот она. Ну, субмарина какая-то. И там побывал, везде, в общем. Ну, давай, потихоньку. Да ё-моё, ты когда вылезешь-то, а?
Давай, 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 давай. Я что-то уже намучился тебя таскать. Ребят, эмоции просто зашкаливают. Ловится! Получается, это уже 9-й толстолоб, и еще один Серега поймал, 10-й. Ну, можно сказать, ну, для меня это бешеный клев. Так, смотри, засечка. Впасть. Все отлично. Вот. Двойные стоят. Это клубника, а это топленое молоко. Ребят, ну килограмм 6-7. Ну 6 точно. До этого я взвешивал 6-800. 6 вот железный есть. Ну прям вообще ништяк. Так, ребят, вот на то, что клюнуло. Но у меня простояло на 2 часа и половина бочонков осталось. Я дальше не буду. Я не буду их менять. Поставлю все то же самое. Еще много. Здесь гидропланктона. Сейчас очищу от водорослей. Надо промерить опять глубину. 1, 2, 3, 4. 4 метра. Отлично. На 4 метрах. Так. И взял вот эти 2 бумажки, чтобы крючок аккуратно. В общем, я, насколько понял, нужно все-таки следить за снастью, когда ты закидываешься, как она у тебя стоит. Это самое главное, наверное, во всех рыбалках со всеми рыбами. Вот на карповой рыбалке, ну, будет у вас перехлёст у нас, не будет. Здесь будет перехлёст криво стоять, тоже нормально засекаться не будет поклевок. И поэтому я лучше сделаю лишние 2 манипуляции. Зафиксирую крючки на этой туалетной бумажке, чем туалетной втулке, то есть, чем буду сидеть, думать, что когда клюнет, проклинать гидропланктон, который типа не клюет. На самом деле у вас монтаж не так стоит. Поэтому сейчас вот все сделаю для того, чтобы все было офигенно. Я думаю, сейчас просто такая погода тихая, вообще ни ветерка, ничего нет. Поэтому 2 часа простоял, еще 2 часа они простоят. Это бочонки обычные, 50-граммовые. Ребят, я не случайно здесь стою. Вот именно в этом месте, объясню, по месту ловли толстолоб лучше выбирать русло и ямы. Обычно ямы это перед плотиной. Плотина у меня там где-то метров 150-200 в ту сторону. Но здесь русло идет. Русло, на секундочку, 8 метров глубиной. От 6, 7, 8. То есть где-то 7-8 железно передо мной есть русло. И я закидываю подальше. Там сильно поклевок не было, поэтому не стал стараться в дальность уходить. А вот получается, где русло, наверное, выход. Вот бровка, да? И перед бровкой этой как раз удочки у меня стоят и нормально клюет. Но, соответственно, толстолоб питается где-то ниже, получается 4-5 метров, если сейчас клюет, то он, получается, не по поверхности он ходит, и его видно половинки, а именно поклевки идут как раз ниже. Ну что, с 2 метров глубины, как говорится. Вот. И поставил 2 карповки на мыс. Думал, что-нибудь поймаю, все равно 2 держу еще. Может быть, там ракушатник, там все остальное, амур проскочит. Мне кажется, толстолоб здесь большое поголовье, и он его выдавил отсюда другую рыбу. Жрать ей не дает. Рыбка все-таки в ту сторону такая другая. Карп, амур сместились. А здесь прям вот толстолобные вот пастбище просто. Вот мне больше другого ничего не приходит, потому что как сказать, что это пастбище его. Вот здесь жрет, живет, гуляет. Вообще толстолоб 6 килограмм средний вес. Вот такая рыбалка. То есть толстолоб бьется, сопротивляется. Все отлично.